红蝶，宁死不愿早生。修行数百年，你是我亡灵道之一途为数不多的对手。История Яо Сисюэ – одна из самых трагичных судеб во вселенной противостояния святого. Она была единственной дочерью кровавого предка Яо Синьхая, величайшего из демонических владык древности. С самого детства Яо Сисюэ окружали богатство, сила и слава. Отец дал ей все – редчайшие духовные ресурсы, божественные техники, эликсиры и защитные артефакты. Ее потенциал поражал всех, уже в юности она достигла поздней стадии области зарождения души. И казалось, что ее ждет великое будущее, но именно гордость, жажда силы и стремление к превосходству привели ее к гибели. Это очень интересный персонаж, но ее судьба поражает. Давайте рассмотрим побольше интересных подробностей. Яо Сисюэ – сложный персонаж с бурной историей, включающей совершенствование, семейные узы и могущественные древние силы. Она дочь кровавого предка, грозной фигуры на планете Тянь-Юнь, известного своим высоким уровнем совершенствования и мастерством уникальных заклинаний крови. Кровавый предок держал Яо Сисюэ практически в изоляции, лично обучая ее всем своим техникам и пробуждая ее силу крови, бросая вызов небесам. В аниме ее образ довольно эффектный, у нее были красные глаза Феникса, а одета она была в белое одеяние, которое по сравнению с кроваво-красным нефритом под ней создавало мощный визуальный контраст. Она пыталась нанести удар в спину Ван Линю во время их похода в пещеры в Восточном море духов демонов, которые были ключами к открытию настоящей пещеры, где Цин Линь был заточен древним дьяволом 8 звезд. Но в чем заключается ее трагическая судьба? С юных лет Яо Сисюэ отличалась неукротимым характером и презрением к слабым. Ее отец многократно предупреждал: никогда не провоцируй Ван Линя. Но Яо Сисюэ не послушалась. В погоне за славой она решила пройти испытание в пещере Древнего Императора, древнем месте, где можно было получить силу, сопоставимую с бессмертными. За несколько столетий она пыталась сделать это трижды, и трижды погибала, возвращаясь к жизни при помощи кровавых пилюль, созданных ее отцом. Каждый раз он просил ее остановиться, но упрямство побеждало. В четвертую попытку, уже измученная поражениями, она решила рискнуть всем. На этот раз Яо Сисюэ задумала использовать Ван Линя, надеясь, что его сила поможет разрушить смертельную формацию внутри пещер. Она предложила ему сделку – помощь в обмен на щедрое вознаграждение и запас небесного нефрита, достаточно долгий для медитаций. Но умолчала о главном – неудача означала мгновенную смерть. Даже пилюлю, данную Ван Линю как символ доверия, она подменила на подделку – смертельный яд вместо лечебного эликсира. Вместе они вошли в формацию, сотканную из крови и света, преодолевая 12 платформ с ловушками. На последней, когда казалось, что цель близка, Яо Сисюэ попыталась предать союзника, рассчитывая, что поток мечей уничтожит Ван Линя. Но тот, предвидя предательство, инсценировал собственную смерть. Когда она ослабила бдительность, Ван Линь запечатал ее древними рунами, парализовав и лишив возможности умереть. Боясь предка крови и осознавая собственные ограничения совершенствования, Ван Линь запечатал Яо Сисюэ в ограничивающем шаре на сотни лет. В течение этого периода она терпела огромную боль и унижение, а Ван Линь использовал различные методы, чтобы держать ее в подчинении, чтобы помешать ей восстановить ясность или просветление, которые могли бы позволить ей вырваться на свободу. Несмотря на свое заточение и ненависть, Яо Сисюэ обладала пилюлей кровавой души, которая давала ей возможность возрождения и делала ее опасным противником, поскольку убить ее напрямую было практически невозможно. Ее ненависть к Ван Линю усилилась после кризиса, связанного с ее отцом, кровавым предком. В погоне за могуществом и местью она пожертвовала своей плотью и душой, чтобы унаследовать демона ветра, одного из 9 древних демонических духов. Это слияние преобразило ее физически и ментально, оставив шрамы, окутав демонической энергией и наполнив чудовищной ненавистью к Ван Линю. Она утратила большую часть своей изначальной личности, став вместилищем воспоминаний и воли демона ветра. На протяжении более чем 20 лет Ван Линь неоднократно допрашивал Яо Сисюэ, пока та находилась в заточении, вынуждая ее раскрыть важные тайны о стране духов демонов и пещере Небесного Императора. Она рассказала, что в стране есть 5 пещер, 4 поддельные и 1 настоящая, и что для открытия настоящей пещеры, где был заточен Небесный Император Цин Линь,
Требовалось одновременно активировать 4 поддельные пещеры с соответствующими небесными символами. Ее знания были критически важны для стратегии Ван Линя и понимания глубинных тайн этого региона. Так начался ее настоящий ад. 100 лет Яо Сисюэ провела в пространственном мешке Ван Линя, заключенной среди печатей, что терзали ее плоть и душу. От некогда гордой наследницы осталась лишь тень, безумная, изломанная, потерявшая достоинство и рассудок. Когда кровавый предок узнал о ее судьбе, его гнев потряс небеса. Он прорвал пространственные барьеры и вступил в бой с Ван Линем. В отчаянной попытке спасти дочь, он сжег собственное тело и душу, превратившись в капли крови, чтобы воскресить ее ценой своей жизни. Он погиб, а она возродилась, но вернулась не прежняя Яо Сисюэ, а существо, охваченное ненавистью. Потеряв отца, честь и саму себя, она жаждала лишь мести. Ради силы она заключила сделку с древним демоном Фэн Яо, одним из 9 древних демонов. Тот пообещал дать ей силу, но потребовал ее тело и душу. Ослепленная жаждой возмездия, Яо Сисюэ согласилась, и во время ритуала постепенно теряла сознание, личность и волю, пока демон полностью не овладел ее телом. Когда Ван Линь вновь появился, в ней уже не осталось человеческого. Это был сосуд, движимый яростью и жаждой разрушений. Ее ненависть к Ван Линю достигла предела. Она пожертвовала последними осколками своей души, окончательно уступив контроль Фэн Яо. Но демон, осознав силу противника, предал ее и попытался сбежать. Ван Линь настиг его, разделил сущность демона и душу Яо Сисюэ, поглотил демоническую энергию и очистил ее тело. После битвы Яо Сисюэ вновь обрела человеческий облик, но уже без памяти, силы и личности. Ее разум был пуст, а сердце безжизненно. Ван Линь, исполняя данное когда-то обещание, запечатал ее вместе с душой кровавого предка в артефакте «Печать 18 адских ветров». Так он соединил их навеки, не в жизни, а в вечной тишине, оборвав цепь кармы и мести, тянувшуюся через века. Когда-то гордая дочь кровавого предка Яо Сисюэ прошла путь от светлого гения до бездушной тени. Ее красота, талант и гордость были уничтожены собственным упрямством, болью и жаждой возмездия. Ее жизнь – это история о гордыне, обмане и неизбежной расплате, которую не могут избежать даже бессмертные. А что вы думаете о такой печальной судьбе? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайк и всем пока. 是你，正是。我这十崩全逆，你天下八荒，便是统领，全部天下，便是独统。